Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Talks, и сегодня я немножечко, конечно, задержала видео, так как мне пришлось чинить компьютер, менять материнку, но может оно и к лучшему, потому что за это время я хотя бы немного отдохнула от обоих каналов и придумала пару новых идей для будущих видосов. Также хочу предупредить, что это будет не совсем та рубрика «Привычная игра новостей», как до этого, потому что тут больше вперемешку с моим личным горением, и мы в целом поговорим немного про церемонию The Game Awards и про анонсы также. Если вы не готовы к этому разговору, что ж. Anyway, это, скорее всего, будет не очень долго. Сразу с самого начала начнем с анонса, который я лично ждала, который я запостила у себя в ТГК еще за несколько дней до самого анонса. И многие мне тогда не поверили, потому что, или просто были не согласны. Но как я, рада, что я права. Я вам клянусь, в этот раз меня игра года, вообще не интересовала. В принципе, как и в прошлый, наверное, раз. Но я больше всего офигела и обрадовалась именно от новости анонса новой игры от Larian, от создателей просто мои обожаемые БГшечки. И, девочки, это Divinity. Я знаю, что время уже прошло, но... Не суть. Я писала еще до Game Awards, что будет анонс игры от Larian. Кто еще может вообще поставить статую в эту честь? Ладно, несколько других, в принципе, студий тоже могли, но я была уверена, плюс сливы. Я просто проснулась абсолютно рандомно в 3 часа ночи. Я до этого спала все время, я проснулась и просто решила, ладно, почему бы не зайти на церемонию, посмотреть, что там сейчас хоть показывают, чисто так на минутку, знаете. И я зашла именно ровно в тот момент, когда там начали показывать трейлер Divinity. И я не знаю, какой же он офигезный. И они прям не стесняются сделать что-то такое неприятненькое, визуально мерзковатое, что ли, но без всякой какой-то киберпараши, которая, простите за мой язык, мне прям понравилось, короче. Я так обожаю фэнтези, а Dark фэнтези тем более. Не знаю, когда он выйдет, но жду я уже прям вообще дико, лишь бы дожить. У меня также есть надежда на романсы, конечно, и классно прописанный КГ, желательно еще мужчин через female gaze, как в Larian, например. Хотя для меня БГ-3 навсегда останется на первом месте в сердечке, потому что так уже вышло, так уже получилось у меня. Это, считайте, soulmate среди игр у меня. Но я прям верю и надеюсь, что Divinity будет тоже в любимых, и что она будет ничем не хуже. Кстати, Larian также сказали, что эта новая Divinity не связана напрямую с остальными частями, что события в ней будут, кажется, через 100 лет после Origin. Я не помню, по-моему, через 100. И играть в нее можно, не проходя другие части соответственно. Это тоже будет пошаговая РПГ, но с полностью новыми правилами, как сказали Larian. И нам обещают самую мрачную в их истории игру. Также известно, что если она выйдет, то выйдет в раннем доступе, как было с БГ, и Larian надеется, что производство не займет 6 лет, как это было с той же БГ снова. Рассказывайте, что вы думаете про нее, про трейлер, ждете ли, хотите ли, потому что я возлагаю огромные надежды на них, и одновременно мне страшно и очень хочется. Самую главную, как для меня, новость я сказала, а теперь дальше идем к менее приятной теме. Это игра года по версии ТГА и другие номинации. И сразу скажу, что тут будет много моего личного мнения и субъективщины, поэтому не нужно писать мне, как я не права и все такое. Это мое мнение. Уже не новость, полагаю, что Готи, игру года, то бишь, взяла Clair Obscur Expedition 33. И помимо того, еще 8 номинаций. И далее я вставлю скрин с победителями во всех игровых номинациях, но прежде хочу немного обсудить самые, на мой взгляд, несправедливые и непонятные мне выигрыши экспедиции. Про игру года ничего говорить не буду, я не сомневалась, но голосовала за Silksong. И просто даже сравнивая Silksong и экспедицию по количеству отзывов, у меня была какая-никакая мизерная надежда на победу первой. Увы. Дальше были вопросы насчет лучшей инди и РПГ, и не только у меня, у многих. Странно, что инди-игрой считается игра, у которой есть издатели, в которой все работающие — это выходцы из крупной компании с хорошим опытом и те, кому, в принципе, финансово помогали, плюс даже поддержка правительства. Да, по деньгам там, если копать, то вообще немало получится. На деле 10 миллионов долларов — это минимум. И эти ваши в команде 30 человек, это, конечно, очень хорошо, только там еще 200-350 человек на аутосорсе, в то время как, например, Silksong, которая реально инди с маленькой командой из, по-моему, 3 человек, она в номинации на лучшую инди даже не участвовала. И тут либо понятие инди стало размытым, либо я не знаю, потому что, во всяком случае, я считаю, что это минимум AA игра, экспедиция. Кстати, номинация независимой компании, исходя из всех фактов, тоже туда же. И, как по мне, номинацию инди вовсе стоит пересмотреть и включать туда реально недооцененные игры от маленьких студий, которые реально классные, но либо там не шибко знаменитые, либо
ну, незамеченные, недостаточно, которым было уделено внимание, потому что это было бы честно, это было бы логично, и я не знаю, возможно, даже справедливо, потому что дать шанс каким-то мелким, неизвестным или студиям, которые не особо опытные, это снова же честнее, чем как сейчас. Дальше про лучшую RPG. Тут вон после выхода Bloodlines Masquerade 2 люди ущемлялись из-за просто тега RPG в Стиме у нее. А Экспедиция, выигравшая в этой номинации, прям такая RPG. Как по мне, они плюс-минус в RPG-шности на одной волне с Bloodlines 2. И линейный сюжет с какими-то околоконечными выборами туда-сюда, но это явно не ролеплей гейм. Ну, типа, ну, не прям, не совсем ролеплей гейм это. И тут тоже либо понятие нужно как-то переосмыслить, чтобы не размывать его, либо сделать какие-то отдельные номинации, как-то больше расширить. Может, просто тогда стоит номинацию переназвать хотя бы, я не знаю. Выигрыш в номинации лучшего нарратива я бы вообще отдала либо Ghost of Yotei, либо Silent Hill F. Даже пояснять не хочу, просто мои ощущения. Итого для меня минимум 4 номинации кажутся не очень честными в пользу экспедицию, так что сори, not sorry. И сейчас еще немножечко офф-топа, от новостей еще больше личного негодования, извините. Оно, впрочем, началось еще минут 5 назад, ну да ладно. Можете пропустить, если вам не интересно, или вы очень дико любите экспедицию, и вам мое мнение не понравится. Я там оставлю тайм-код, так что да, давайте так. Просто мне было еще дико обидно, потому что, снова же, как по мне, она, ну, экспедиция, не заслуживала все эти награды, сколько и вкинули. И как бы жаль, что нет номинации за хайп еще. Вот там бы она была прям... Да. Мы это еще тогда в ТК чате с девочками обсудили и посмеялись, там еще сделали пару мемов. Вот, например, настоящий непроплаченный список победителей выкатили даже. Ладно, в общем, шутки в сторону. Все это как максимум по отношению к другим играм будто бы было неуважительно, что ли. И как минимум, я лично, снова же, да, очень расстроилась, что оно, будучи в разы во всем хуже, чем, допустим, та же BG3 в свое время, получила больше наград, чем они. Просто даже по онлайну, по прописанности, по миру, по механикам, по отзывам, по реиграбельности я вообще молчу, потому что проходить BG3 можно дофигалион и неведомое количество раз, и в итоге всегда что-то будет иначе, всегда есть возможность как-то сделать по-другому, и всякие приколюхи, диалоги увидеть, которых не было, а я на секунду прохожу его плюс-минус 12 раз и все еще нахожу что-то такое. И типа по всему BG3 в разы лучше, как по мне. Он, разошелся тиражом в 20 тысяч копий. И просто по такой же логике, как было с Экспедицией в свое время, в 2023 году, BG3 могла бы получить тогда уже все награды сразу. Ну, почему нет? Это же честно, да? Это логично, да? Угу. Я уже говорила не один раз, что мне Экспедиция в целом не понравилась, и сюжет для меня показался чуть-чуть не клишированным, но просто каким-то не особо интересным для меня и далеко не таким гениальным, как многие утверждали. Герои и героини тоже мне казались, пустыми. И мир хоть и симпатичный, но совершенно линейный. И вот бои плюс-минус мне все равно. Хотя они многим не зашли, я видела, и мне они просто были неинтересны. Мне пофиг, пойдет, окей. Но вишенка на торте моей нелюбви и сейчас у кого-то сгорит, но мне как бы все равно, потому что если даже мужики некоторые заметили, как мы видим по скринам, то понять это вполне легко. Это... Да. Это, в общем, сексуализирование ребенка. Купальники, выделяющие очко у остальных женщин, прочие открытые костюмы или каблуки на женщинах, но на мужчинах, вообще ничего такого нет. И еще пара небольших приколов с костюмами была, там меньше из зол. В другом видео я бы сказала и объяснила больше об этом всем, но не сейчас. И самое смешное, что когда такое раз в миллион лет утрированно сделают с парочкой мужчин в какой-то нью-игре, то знаете, что происходит? А вот что. Можете поставить на паузу и рассмотреть скрин. Зато, когда такое массово постоянно делают с женщинами, и мы бойкотим это как-то или высказываем недовольство, то все сразу ущемляются и насмехаются, типа лол. Я не знаю, в сраку пусть идут, хз. Так что да, для меня это просто хайпленная игра, извините, 10-й раз. Насчет музыки еще могу сказать, что там вот вроде неплохо, многих взяло, но опять... Чувствую, меня тут сейчас возненавидят. Но опять мне и тут не шибко понравилось, потому что я не очень люблю французский язык, но это чисто вкусовщина, окей. Ладно, я просто в тот день, когда писала текст, была очень расстроена и даже будто как-то, не знаю, ревниво себя чувствовала в отношении БГ. Я не знаю, как это объяснить. Просто про 33-ю все везде кричат, обсуждают и приписывают игру десятилетия. Я таких скринов видела много. А БГ, блин, да это она игра десятилетия. Ой, все.
Я скоро запишу отдельное видео про Baldur's Gate 3, просто от любви к нему, потому что хочу, чтобы оно было у меня на канале, как бы. И вообще хочу говорить про него постоянно, но я всех уже достала этим, так что я еще сюда вывалю, уж извините. Автоп, я полагаю, закончен. Давайте вернемся к анонсам и номинациям. Все номинации и выигрыши вы можете видеть на экране. Особенно я рада была, конечно, за очередную победу БГ3 в номинации поддержки сообщества. Они действительно продолжали вваливать бесплатно кучу контента. И также я рада, что хоть где-то победу взяла Silksong. Не там, где хотелось лично мне, но окей, это Best Action Adventure. Также я была рада, что организация, основанная Лайлой Шабир, Girl My Games, чтобы поддерживать и поощрять девушек по построению карьеры в геймдеве, делает лагеря для девушек, учат проектировать, создавать видеоигры, получили награду в ТГА в номинации Game Changer Award. Там, кстати, в этот момент чаты трансляции разрывались от ущемленных челиков, что кричали «Воук», писали там прочие уничижительные, оскорбительные комментарии. Ну, впрочем, они так делают каждый раз на любых показах, где вообще присутствуют женщины. Многие также негодовали, что лучшую адаптацию выиграл сериал The Last of Us 2. Честно, я была рада за них. Плюс, на мой взгляд, из номинантов там, выбирать было особо не из чего. А вот Батла 6, конечно, которая победила в лучшем аудиодизайне, я не знаю. Я, конечно, лично не слышала оттуда музыку, ничего. Может, там реально нечто великолепное, но, anyway, этой победы я не поняла. Но знаете, что было хуже всего? Это номинация «Голос играющих» с победой Гача Дрочильни. Это мало того, что нечестно. Пускай делают отдельную номинацию вообще для Гач. Так это еще и мега нелепо и кринжово. Я даже не буду начинать говорить, что тут не так, тут все не так. Это для меня было, я не знаю, это кринж. А потом эти гачи-дрочильни выдают какие-то призы за победу своим играющим людям. И типа, вау, как много честности. Очень, очень классно, очень хорошо. Типа, идите на парады, церемонии, выставки гач, вот там побеждайте, удачи, чё я хз. Для меня тут победа должна была быть либо у Silksong, который в день релиза положил Steam, либо у Ghost of Yotei. Я ничего не знаю. Следом за ТГА прошла церемония награждения The Indie Game Awards, и вы тоже можете видеть сейчас на экране все номинации и победы. Тут стоит немного углубиться и уточнить. Изначально инди-игрой года, что само по себе было спорно и неоднозначно, стала Экспедиция 33, но спустя какое-то время ее лишили победы. А все потому, что по правилам премии применение генеративного ИИ запрещено. При подаче заявки на Indie Game Awards Sandfall подтверждали, что у них ИИ в игре нет, а позже, как вы поняли, это вскрылось в обратную сторону. В итоге награды игры года по версии Indie Game Awards получила Blueprints, а награду за лучший дебют получил Horror Story Will Closed. Давайте быстренько по анонсам и обновлениям. Я не хочу сильно занимать ваше время в преддверии праздников, так что погнали. Про DVD я рассказала первым делом, потому что это был разрыв всего ТГА для меня. Также, что очень понравилось, это анонс игры в D&D мире Warlock. Темный фэнтези-мир погрузит нас в историю колдуньи Каатари, которую сыграла, кстати, Триша Хелфер. Открытый мир, ближний бой и логичное колдовство, всяческие испытания, разные пути и возможности должны нас ожидать. Игра находится на раннем этапе разработки, релиз будет только в 2027 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox. Подробности геймплея должны выйти летом 2026 года. Remedy на Game Awards представили новую часть паранормальной вселенной Control Resonance. Играть мы будем за некого Дилана, исследуя нематериальный мир, и нам обещают глубокую систему прогресса, что бы это ни значило. Релиз намечен на 2026 год на ПК, PlayStation 5 и Xbox. Star Wars Fate of the Old Republic анонсировали также на ТГА. Подробностей много пока нет, это будет интерактивное приключение в галактике, стоящее на пороге перерождения. Будет оно для ПК и консолей, даты выхода еще нет. Capcom показали Леона наконец и объявили, что он действительно будет вторым полноценным игровым персонажем в предстоящем Resident Evil Requiem. Как бы сливы были и до их объявления, ну да ладно. И опять же, женщина у нас, которая Грейс, будет чуть ли не самой пугливой за всю историю Резика, а Леончик, он просто Леончик. Кстати, честно сказать, мне его новый дизайн мужика под сраку лет отталкивает чисто тем, что мужчинам нормально стареть можно, а женщинам в играх фига с два. В другой ситуации я бы отнеслась плюс-минус нормально, но не в том мире живу, увы. Напоминаю, что Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox и Switch. Новая часть мрачной фэнтези расскажет историю спустя 15 лет после событий предыдущей части. Нам предстоит решать судьбу мира, что на грани гибели, там же будут предательства, интриги, расследования и древние конфликты. Пошаговая тактика будет динамичнее за счет новых систем. Также нам будут доступны 5 фракций с собственными способностями. Появится она на ПК, PlayStation 5 и Xbox 12 февраля в 2026 году.
Ой, еще что знала девочки, которые в детстве играли в клуб Винкс. Я лично играла. Ну, в какой-то момент я там стопорилась тупо, я уже не помню из-за чего, и в итоге я ее так и не закончила. И к чему это я? Была анонсирована игра клуб Винкс The Magic is Back. Сохраняя вайп оригинала, нам завезут магические бои, головоломки и вроде как кооперативный режим. Проект выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Из обнов Team Cherry заанонсили бесплатное дополнение к Silk Song Sea of the Sorrow. Там будут новые локации, боссы, инструменты и прочее. Как мы поняли, это будет не последняя DLC к игре. Также Roguelike Ravenswatch в январе тоже получит обнову в виде нового играбельного персонажа. Это будет известный волшебник Мерлин. Во время боя Мерлин зарабатывает некие руны силы, ресурс, который усиливает его заклинания и позволяет выстраивать комбинации. Чародей получит 3 категории умений, в каждом из которых будет по 3 заклинания. Это заклинание природы, куда входит призыв гигантских кустов, звездный дождь и взрывающий противников каменный щит. Тайная магия, где будут классические огненные шары, молнии и морозные сферы. И священный свет с исцелением ран и для себя, и для тьмы, ослеплением врагов и также телепортацией. Кстати, я вообще забыла, там еще была The Horror Game Awards, и по ее версии хоррор игра года это Silent Hill F. В целом справедливо, хорошо, я считаю, остальные номинации вы можете также увидеть на экране. И еще другие 3 награды, как мы видим, тоже получила Silent Hill F. Дальше из скандалов, помимо уже известных продолжительных проблем в Роблоксе, на Свена Винке обрушилась критика людей, которые неправильно поняли и интерпретировали его слова про ИИ. Основатель Лариан в недавнем интервью говорил, что студии позволено применять нейросети, но только для того, чтобы раскрутить идеи, то есть на самых ранних стадиях разработки. И чисто в помощь, которую потом все равно это будут переделывать и полностью по-своему. В предстоящей Divinity не будет сгенерированного контента, если что, и также он обозначил, что никого они никогда не сокращали из штаба, а наоборот набирали людей. Везде задействованы актеры и актрисы, люди, и все пишется тоже людьми. Но, как мы знаем, порой другим людям не особо нужно дочитывать и дослушивать информацию до конца, чтобы в нее вникать, тем более, потому что они как бы делают свои собственные выводы. И снова же, к сожалению, работает это, как я вижу, не там, где стоило бы. Люди, по сути, бушуют, потому что Винке упрощает минимальный процесс для всех, позволяя черпать вдохновение, скажем так, или придумывать временные заглушки с помощью ИИ. Снова же не заменять ими людей, не использовать больше, чем как для некого раздумья, небольшого экспириенса. То есть, это вообще не то же самое, что замена. Свен даже сделал пост в X, бывшем Твиттере, слегка эмоциональным окрасом, настолько люди задрочили его тем, в чем Лариан даже не были виноваты. И в обсуждениях многие также упоминали тот же Clair Obscur, в котором использовался генеративный ИИ, а люди либо не заметили этого сразу, либо тупо закрыли глаза, потому что такого хейта на Sandfall, который этот ИИ использовали, в отличие от Лариан, которые в BG3 его не добавляли, не полилось даже после отмены их игры года на Indie Awards. То есть там какая-то минимальная доза хейта, может быть, получилась после этой фигни с инди-игрой года, но не настолько, как Лариан, хотя они снова же ничего, не использовали. Почему такой дикий наезд чуть ли не с кулаками начался на Лариан? Это огромный вопрос. Я считаю, что это мега нечестно. Люди даже решили некоторые отзывы на BG3 поменять на негативные, хотя, повторяюсь, там ИИ, не использовали. И раз уже вы наезжаете за какие-то собственно интерпретированные формулировки, то уже наезжайте на всех подряд, просто на всех. В более важных вещах тоже. Или стрелочка не поворачивается. Я в целом поддерживаю Лариан, и я против использования и в играх и замены им людей, но тут чел реально не сказал, не сделал ничего плохого, и это просто хейт на пустом месте. Еще из интересного это то, что автор Silent Hill F признался в недавнем интервью, что боится женщин, но не только это. Он выдал, что, насколько он знает, фанаты хорроров в основном мужчины, а для мужчин противоположный пол вызывает самые разные противоречивые эмоции, от нежности до ужаса. Я не хочу подробно задерживаться и объяснять, что в этом предложении не так, и насколько спорно это ваше фанатеют от хорроров больше мужчин. Карл. Конечно, Silent Hill F вызвал в свое время горение пуканов у совсем инцельных челов, потому что там от темы скорее мизер в океане, но челу будто бы реально пришлось оправдываться, что ли. Я пока не знаю, я не сильно в это в интервью углублялась, может потом посмотрю инфу и более обширно поговорим.
Итак, он сказал, цитируя: «Для меня женщины — это те, кого я уважаю и почитаю, с кем дружу и кого боюсь. Те, кем я очарован, кто меня вечно пугает, но завораживает. До сих пор я написал множество историй в жанре хоррора, но ни одну из них не смог бы завершить без существования женщин». И с одной стороны, это как бы да, без существования женщин в любых историях это чисто эффект сталкера, как я говорю. Но с другой стороны, мне этого и будет не... Словно он говорит не о долбанной половине человечества, которое существовало всегда, а про каких-то неизведанных в этом мире существ, которые что тут недавно появились и разительно отличаются от него. Далее он заявляет, что, к слову, писательство не помогло ему разгадать женщин, и что они для него остаются прекрасными космическими существами, и хорроры, которые он им посвящает, это своего рода молитва. Нет, это, конечно, правильно, молись, но никто из нас никогда по-настоящему не поймет противоположный пол, заявлять обратная страшная самонадеянность. Мы должны должным образом почитать, уважать, любить и понимать, что будем взаимно недопонимать друг друга. Поэтому работа над темами, связанными с женщинами, для меня величайший акт уважения, который я могу им посвятить. И да, и нет, я хз, девочки. Я не знаю, правильно, бойтесь. Ладно, из распродаж прямо сейчас идет крупнейшая зимняя распродажа в Стиме, которая продлится до 5 января. Скидок очень много, они большие, так что бегите закупаться по возможности и желанию. И также следующий фестиваль Steam Next Fest, фестиваль новинок и демоверсий, пройдет с 23 февраля по 3 марта 2026 года. Относительно это не скоро, но все равно уже можно поставить упоминание в Стиме. Кстати, отвенчули всех с наступающими праздниками, всех благ, девочки, здоровья, счастья в новом году, победа над мизогинией стабильно вообще-то. Мы с вами увидимся аж в следующем году. Да, я серьезно. У этой шутки борода длиннее, чем у шутки про прошлогодний хлеб. Ну и ладно. Кстати, если вдруг что, девочки, есть у нас телеграм-канал. Вот здесь вот где-то я должна оставить... Как это называется? Короче, вот эту хрень. Вот, заходите, у нас там есть еще чатик с девочками тоже, да. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, тоже нормально. Всем пока.